Николай Николаевич, вы очень много путешествовали. Встречали ли что-либо похожее на синтезит? Да как-то нет. Это новая, принципиально новая какая-то вещь, конечно. Николай Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Александр Андреевич. Я Как очень рад поживаете? вас видеть. Да, мы только слышались, а теперь и видимся. Только слышались, да, мы с вами общались по скайпу один раз. Ну, уж больше полугода, да. Да, это было как раз на 3 месяца с момента начала приема синтезита. Ну да, конечно, в день осеннего равноденствия. Да, да, да. И День сегодня у нас осеннего... получается день весеннего равноденствия. Полгода ровно. Полгода ровно прошло, да, и давайте мы сегодня с вами по этому поводу пообщаемся. Да. И вы расскажете, да, вот что за эти полгода произошло, как вы видите на себе действие синтезита, фактические результаты, которые есть у вас, да, И и, может быть, надежда, и еще какие-то надежда надежды, на да, и надежды на будущее. будущее. Но давайте Да, начнем с того, что уже у нас было, да, то есть самое интересное это что? Это, конечно же, настроение. да, То есть настроение это наша жизнь. конечно. Я вообще всегда оптимистичен был, но вот так какая-то общая усталость от этих травм, которые я получил. Там вот с велосипеда падал, расшиб коленку. Там кто-то даже операцию мне маленькую сделали. Ну и с тазобедренным у меня, конечно, изношенный сустав. А потом еще падал с самоката. Еще раз там, потом какое-то было падение у меня. В общем, видно, уже кости не такие уж прочные, но при падении на зарядке я там в сложной йоговской позе был, доставал левой рукой правой пятки за спиной. Не Мгм. спереди, а сзади. Очень сложное упражнение. Сейчас уже я его не могу сделать, поскольку все-таки подвижность гибкость уменьшилась после этого. Пришлось в больнице полежать на предыдущий Новый год, наверное, там. Мгм. И вот после этого особенно у меня потерялась такая возможность делать сложные упражнения. И, конечно, подвижность потерялась. И настроение, конечно, немножко упало от этого. Вот. И суставы стали еще больше болеть, конечно. Я не смог сделать такую зарядку, которую я сейчас ее полностью не могу сделать, но делал хотя бы частично. А так, когда лежал месяц, тоже совсем ослабел. И вот тут мне, конечно, какое-то время мне сообщали о себе, и потом, по-моему, с 21 сентября мы начали принимать синтезит. Вот он, симпатичные баночки. Причем вы посоветовали мне принимать так обычно по одной капсуле, так, но посоветовали по 2 принимать, я стал принимать по 2. Вот. Ну и как-то общее улучшение, конечно, пошло, и вот и за это время, значит, за полгода, это, значит, получается 6 месяцев. Да, 18 баночек проглотил уже я. И еще у меня там ваших, по-моему, 4 баночки сейчас осталось. Мне с запасом так подарили. Спасибо большое. В общем, настроение улучшается, так сказать, сонливость уменьшается. Стою хорошо. Вот раньше я как-то сонливость и днем, и ночью как-то все разбитым себя чувствовал. Сейчас стал лучше, вот уже, так сказать, уже почти с Нового года уж точно я так вот просыпаюсь, когда сам вот скажу себе в 6 встаю там, и встаю в 6 как часы, Мгм. просыпаюсь четко, и хочется вставать, и хочется делать зарядку, и, так сказать, Николай Николаевич, а позвольте поинтересоваться, вот эти изменения, они начали наступать через какое время начала приема синтезита? ну вот, наверное, месяц через 2-3, вот, мне кажется, да. То есть к Новому году это все вот началось, так сказать, бодрение и улучшение, так сказать, ощущение такое Но новизны. вы имеете в виду, они стали наиболее выраженными, потому что мы с вами записывались 21 декабря, в прошлый раз по скайпу. Вы уже лучше вставали, уже лучше себя чувствовали, было лучше настроение. Времени, вот я и говорю, ну, это конец как раз трехмесячного периода, значит, были такие хорошие сдвиги уже.
Да, я почему интересуюсь, потому что я вот лично общаюсь с очень многими людьми, кто принимает синтезит, с нашими потребителями синтезита, и я четко вижу то, что есть три категории людей. Первый чувствует его действия в первую неделю. Это 60% примерно. Ну да, но это, наверное, возраст такого, с 50 до 60, что-нибудь такое. Неважно причем, от возраста не зависит. То есть это может быть и молодой человек, и человек в возрасте. Это может быть мужчина, женщина. Он может болеть, он может не болеть, иметь хронические заболевания или не иметь. Он может вести... Типы... Не зависит от типа людей, да. Нет, Вот. как раз это определенный какой-то тип людей что выделяете. В чем мы сами не знаем. Вот, Раз да. же есть эта группа, надо в ней Есть группа, которая чувствует в первую неделю. сказать, да. И они настолько все разные, да, то, что мы не понимаем, как бы, Пока почему. не Да. появляется, наверное, Есть люди, которые будет чувствуют... что-то общее потом. Да. Потом найдем, да, обязательно. Ага. Есть люди, которые чувствуют в течение 2-3 недель. И есть люди, которые вот через 2-3 месяца, они понимают, что есть результат. Вы, судя по всему, относитесь именно вот к тому типу, который примерно через месяц, по-моему, мы с вами общались, и вы начали получать... Да, первые какие-то эффекты были, но, конечно, вот, уже больше вот то, что и сейчас так развивается, это вот к Новому году. То, что 21 декабря, значит, это был, Да. этот день был зимнего солнцестояния, Да. когда на самой нижней точке. Мы, собственно, от осеннего равноденствия пришли к зимнему солнцестоянию с началом признаков. И вот закрепление этих признаков уже пошло сейчас к весеннему равноденствию. Настроение вы сказали. Вы говорили, что стали лучше спать, засыпать, просыпаться. Вот когда это стало проявляться и как это выражено сейчас? Ну, вот это то, что я сейчас ложусь вот где-то в 12 и, так сказать, пару раз ночью просыпаюсь там по разным поводам и еще утром в 6 часов, как часы, открываю глаза и встаю, начинаю делать зарядочку и все. А раньше этого не было у меня как-то. А просыпаетесь выспавшимся или... Да, выспавшись, конечно. Вот открою глаза и все, и пошел. А раньше? Ну, раньше вот размазанное, это было утро, конечно, размазанное такое. Еще посплю, еще до 7 посплю, еще до 8 посплю. Сейчас уже никакого желания спать дальше нет. Извиняюсь. Вот вам только что позвонил телефон, мы немножечко прервали интервью. У вас постоянно какие-то встречи, постоянно что-то происходит. Задолбали. Задолбали, да, то есть то я позвоню, то Да нет, ну вы что-то ничего, еще. вы меня никуда не вызывали. Вот за полгода один раз вызвали. А то это каждый воскресенье смотрю, на понедельник опять. Вот у меня завтра 2 дела надо разводить туда. Ну хорошо. Вот я с вашего позволения зачитаю небольшой список, который я подготовил. Список чего? А вот ваши активности, которые вот я пронаблюдал в интернете, я специально посмотрел, я ввел Николай Дроздов и посмотрел, что происходит. Значит, что я нашел? Значит, я нашел, что вы озвучили для Дубль ГИСа своим голосом карты вот эти вот. Вот. Фотосессия на 60-летие свадьбы для журнала «Татлер». Блог у Шихман, программа «Поговорить». Фотосессия для Гуччи в декабре у вас была. Вчера, 20 марта, я нашел, что вы открывали онлайн международный форум «Культура счастья». Было такое, нет? Вот не удалось. Не удалось, ладно, пропустили. 7 апреля в Санкт-Петербурге будет ваша творческая встреча. Это же будет. Это будет 24 марта творческий вечер в Ростове-на-Дону. Есть ли жизнь на Марсе? У вас в ТикТоке уже почти 500 000 фанатов. Мне вот интересно, Николай Николаевич, вот это ваша активность, да, которая вот... Это все, что за последние полгода произошло. Если бы не было синтезита, вы бы так справлялись хорошо? Возможно, и нет, конечно. И при этом вы еще преподаете в МГУ. Вот я сейчас, это уже давно не преподаю, я профессор-консультант. После 50 лет непрерывного чтения лекций, 50 лет, полвека, значит, 63 года по 2013. Мне Садовничий, наш Виктор Антонович, ректор, он, значит, там следующая должность, такая она только по распоряжению ректора выделяется, профессор-консультант. То есть я уже хожу на заседания, могу отдельные лекции читать, но вот эти курсовые лекции, которые занимают в каждой неделе, там 2-3 лекции, я уже не читаю. От этого я освобожден, так сказать. Но все равно помогаете каким-то образом, консультируете? Так, ну, нет, я же на заседании, когда бывает там
одну вот лекцию уже читал в этом семестре, еще одну должен прочесть. Так и установочные лекции. Ну, это, конечно, тоже дело хорошее. Насчет заседаний. Заседания это всегда надо сидеть, заседать, смотреть, слушать. Я вспоминаю наши первые с вами встречи по телефону. Когда мы с вами общались, через минут 15 разговора нашего с вами, ваш тембр голоса немножко понижался, и вы начинали говорить немножко так более тихо и менее разборчиво. Потом, когда мы с вами общались, вы говорили то, что вот это была определенная проблема, которая связана с тем, что со временем при такой, значит, так сказать, планомерной нагрузке, да, как заседание, телефонный разговор, что-то одно происходит, вы немножечко, так сказать, клевали носом. Ну, это да, было, да. Сейчас это редко, но бывает тоже все-таки так иногда. Но это во второй половине дня уже так, когда немножко замотают, уже бывает такое. Ну, а вот поначалу это было просто постоянно. Особенно если ладночка спрашивает, а когда просто молча сидишь, прямо раз, засыпаешь, и телефон я так сколько раз ронял, вот так вот держу, потом телефон падает. Сейчас как-то же. А через какое время приема синтезита вы заметили, что вот эти признаки стали потихоньку уходить? Ну вот все с декабря началось такое. Особенно, когда еще пошли дни увеличиваться, это тоже, значит, сказывается. Пока они вот понижались, еще так сказать, подготовка шла организма. Ну, я так думаю, что тут, вот когда вы говорите, что, конечно, многие у вас пациенты, так сказать, молодеют на 10-20 лет, ну вот я думаю, это может быть с теми, кто чуть помоложе случается так сильно, а мой возраст все-таки уже немножко больше, так что мне главное, чтобы в моем возрасте быть здоровым. Вот так, это моя цель, приема синтезита. Ну хорошо, а по поводу здоровья, когда вы последний раз болели, часто ли вы болели вообще? Ну, у меня был вот 1,5 года назад такая сильная пневмония, что я даже думал, может быть, это был так, еще не объявленный коронавирус, может быть такой. Но я там попал в больницу прям, понимаете, причем приехал я с одной, так сказать, встречи, куда пришли спортсмены, вернувшиеся из Японии, что ли, или из Китая, что-то там было где-то. И они там уже заболели чем-то. И больные приехали сюда, ну, так сказать, выздоровевшие вроде бы. Но они там были, когда началось это вот, тогда еще никто не знал, что такое пандемия. И все вокруг них стояли, начинали, значит, там фотографироваться, и все. Я так думал, как-то хочется отойти в сторонку, но как-то не получилось. И, может быть, вот там я где-то подцепил. Так, потому что я приехал домой, у меня такой забил кашель такой, кто никогда раньше не был, я сразу, жена вызвала скорую помощь, меня увезли, и такая мощная пневмония легких, которая мне раньше такой болезни вообще никогда не было. Ну, вот есть, значит, болезни горла, так, когда трахеид, вот, трахеид, потом еще бронхит, когда бронхи, да, трахея, потом бронхи, бронхит, кашель. А вот уже дальше, когда вот эти пузырьки альвеолы болят, это вот уже пневмония. Это уже опасно, потому что там самые такие нежные пузыречки, и они начинают вдруг болеть. И вот у меня ни разу до этого такого не было, и вот пневмония пережил где-то вот. Но в последнее время не болели? Ну вот с тех пор, как... Не болели. Кстати, по поводу пневмонии и цитокинов провоспалительных, вот эти вот цитокины, интерлейкины, да, так сказать, есть. У нас есть исследования инвитро на группах раковых клеток, вот, в которых было показано, что синтезит мощно подавляет вот эти вот раковые клетки, при этом практически не трогает обычные клетки. Это раковые клетки кишечника и легких. Вот. И заодно, дай бог. Да, и заодно посмотрели, значит, на интерлейкины, вот эти вот цитокины. Оказывается, что синтезит помогает подавлять воспалительный процесс. Да, поэтому, допустим, многие люди, переживающие тот же самый вирус, разрекламированный в последнее время, вот, они очень легко его переносят вместе с синтезитом.
Да, потому что нет вот этого воспалительного цитокинового шторма нету. Да. Кстати, по поводу исследований мышей и обезьян у меня к вам вопрос. Когда я к вам первый раз позвонил и рассказал, Да. что вот есть такое необычное железо, биоактивное железо, рассказал, что мы его получаем при помощи процессов, которые происходят в глубине нашей планеты, аналогично тем процессам. А, Почему вы поверили и согласились? Нет, в общем-то, вы излагаете какой-то вполне результат научных исследований. Вы же не... Вот, иногда бывает, люди придумывают что-то такое непонятное, говорят, что, в общем, или что это все дистанционно, или, знаете, такие бывают разговоры. Мы вас вылечим вообще, вы только по телефону нам скажите, и мы начнем вас лечить дистанционно. Но я понимаю, что, может быть, это и существует такой способ лечения, но моему пониманию он недоступен все-таки, а как, так сказать, научный работник, я же предпочитаю, если какие-то научные исследования ведутся. И то, что вы говорили по поводу синтезита, вы все-таки ведете какие-то научные исследования, а не такие вот романтические, футурологические, что-то. Эзотерические. Да, эзотерические. По-моему, тут у вас все в порядке в этом плане. Вы не пускайтесь в эзотериков, в какие-то такие предположительные вещи. Вы конкретно говорите о ваших исследованиях. Так что тут что же верить, если вы просто их придумали, но я думаю, это смешно было бы. Конечно. Вообще, да и даже трудно и говорить о придуманных научных исследованиях, надо все-таки какие-то терминологии употреблять, правда? И все у вас все, по-моему, нормально. Но наш руководитель говорит, практика – критерий истины. Вот. Да, то есть если мы видим, что продукт работает на разных людях, но некоторые не понимают, допустим, как его сделали, да, но мы говорим в таком случае, да. я, допустим, объясняю, что вот у тебя есть телефон, там есть процессор кремниевый. Да. Ты же не понимаешь, как работает процессор, Да, но телефон же работает. Конечно, совсем не обязательно. Мне как биологу и, так сказать, из семьи врачей, я, конечно, хочу поглубже понимать, и вы мне это объясняете. Вот так. А вообще средневзвешенному пациенту надо только понять, что это помогает другим, значит, поможет и тебе. Конечно. Вот я спрашивал про планомерно наступающие изменения, да, то есть некоторые вещи мы не замечаем. Но потом, когда проходит какое-то время, мы уже видим, что если ты культурист, ты занимался год, и ты видишь, что у тебя мышцы стали большие. Ты же не за один день это видишь. Да. То же самое и здесь. То есть вот какой у вас критерий оценки, да, в этом плане, вот в приомосинтезита, по вашему примеру, настроению, мыслительной деятельности, здоровью, концентрации внимания? Были ли скачкообразные изменения, или вы констатируете факт планомерных изменений? Планомерно, так постепенно накапливается. Все лучше и лучше. Вот и сонливость уменьшается, и настроение всегда хорошее такая, бодрость такая возникла. И, конечно, все-таки то, что раньше было вот в суставах, все-таки стало меньше вот этих самых тревожных болей, как говорится. Вот по поводу суставов. У нас с вами изначально цель была восстановить суставы. То есть мы на это очень сильно рассчитываем, и до сих пор рассчитываем, что через какое-то время это все-таки планомерно случится. Да. Можете дать какую-то фактическую оценку, да, вот по поводу суставов, в каком были состоянии, и изменилось ли что-либо за это время? То есть стали меньше боли, вы сказали. Да, стало меньше боли, не так часто и не такие глубокие, они, так сказать, уменьшаются уже. Так что я надеюсь, что как-то, не знаю, пройдут ли вообще, или даже если на этом уровне остановятся, тоже уже хорошо. Но я думаю, если продолжить, может быть, действительно будет еще более, так сказать, глубокий эффект. Хорошо. А чтобы наши зрители потом понимали глубину вопроса, с какого времени вас беспокоят суставы? Наверное, лет 35 уже как меня начали беспокоить. Это вот, особенно тазобедренные, колено не так, это колено после вот падения с велосипеда, а вот тазобедренные это уже, вот, я помню, 90-е годы, это вот начало 90-х, 30 лет тому назад уже. Сильно беспокоили, я даже брал с собой палочки, вот. Такую одну палочку взял и шел.
из этой палочки. Тут я встретил как раз своего друга, который теперь мы с ним дружим, он специалист по вот, здоровому образу жизни, и он изучал все виды так, оздоровительных различных методик по всему миру. Он проделал 24 экспедиции по всем странам мира, где изучал вот этот здоровый образ жизни. Причем он профессор, доктор физмат-наук, и делает только в период каникул вот, летних. Преподаватель он в МИРА, такой Московский институт радиоэлектроники и автоматики. И вот он все каникулы употреблял на поездки. И из этих поездок собрал такой материал, что написал целую книгу. 12 ключей от сейфа долголетия. То есть вот, надо 12 ключей повернуть, чтобы сейф открыть. Понимаете? А вы ему про 13-й ключ рассказывали? Ну, еще пока не рассказывал, так сказать. Вот. Надо будет, конечно, рассказать. Но я не думаю, что это 13 ключей. Он, наверное, входит в Микронутриенты там, наверное, есть. Да, в микронутриенты, как вы сейчас сказали, микронутриенты. Я думаю, это один из 12 ключей, но это новая добавка, конечно, очень серьезная. Николай Николаевич, вы очень много путешествовали. Встречали ли что-либо похожее на синтезит? Да как-то нет. Новая, принципиально новая какая-то вещь, конечно. Да, конечно, это новое. С ничем с другим сравнить я не могу. А вот насчет памяти, концентрации внимания. У вас всегда предельно четкая концентрация, да, то есть вы всегда вспоминаете имена, вы знаете имя, отчество. Так всегда было? То есть были ли какие-то ухудшения, как вы это как-то регистрировали? Нет, все-таки у меня как-то, слава богу, так сказать, всегда более-менее все четко было. Я могу вам сейчас А в чем секрет? прочесть стихи там. А потому что я, мне все время хотелось изучать иностранные языки, например. Я еще в детстве уже латынь хорошо знал. Еще у меня отец знал и латынь, и греческий, но греческому он не успел меня подучить, но латыни. Мы писали еще в школьные годы такой, дневник такой, Homo et Natura. Ну хорошо, Николай Николаевич, а можете ли еще дать какие-то советы для наших зрителей по здоровью, да, чтобы вот как вы к 80-90 годам подойти в доброй памяти, в здравии? Ну, как к 90 подойти, я еще не знаю. Вы потихонечку приближаетесь, да. Нет, это, знаете... Несколько советов, так сказать, буквально. Прежде всего, конечно, мои советы всегда, чтобы чувствовать себя молодым, надо всегда при любой возможности смеяться, говорить какие-то шутки, весело себя чувствовать, смеяться, петь и танцевать. Танцевать или плясать, если кто не... танцевать это какой-то интеллигентный тип, а пляска это, так сказать, народная, да? Вот только главное, чтобы двигать руками и ногами. И вот когда ты смеешься, поешь и танцуешь или делаешь это одновременно, так сказать, то в это время возраст останавливается. То есть не то чтобы молодеть, но, так сказать, это исключается из времени вашего старения. Хорошо. Или даже вот мы с вами тоже улыбаемся, посмеиваемся, это вот уже помогает нам быть молодыми. Немножко так останавливаем время, да, получается? Останавливаем, да, не назад, но останавливаться. Ну хорошо, вот по поводу молодости, да, и самочувствия. Можете ли вы сказать, на сколько лет вы себя сейчас чувствуете после того, как начали принимать синтезит? Вот прошло полгода. Ну, я могу сказать, что в это время, так сказать, я ничуть не постарел. Вот так. Обратно в молодости я так, не решаюсь пока сказать. Я пока не постарел за эти вот полгода, пока я принимаю синтезит, я чувствую себя, так сказать, вполне, так сказать. Ну, тоже хорошо. Да. А по состоянию энергетики, на сколько лет вы себя сейчас чувствуете? По энергии вот по той. Ну, я всегда себя чувствовал моложе, конечно, своего возраста, поэтому мне так трудно сказать. Но, в общем, я как-то всегда считал, что за 70 я никуда еще не заходил. Так сказать, как
остановился где-то в районе 70 лет. Так сказать, и хочу и дальше, так сказать, чувствовать себя так, 70-летним. Но, по сути дела, это все равно в душе мы остаемся все детьми в любом случае. Как ты родился на этот свет, просто добавляются какие-то социальные знания, да, рефлексы, стереотипы и так далее, привычки добавляются. А по сути дела, ты же все тот же открытый разум, который изучает мир. Вот. Но если вспомнить детство, вспомните, как когда вы были маленькие, как вы выбегали из дома, и вы просто бежите, весь день вы бегали, возвращаетесь под вечер, да, и усталости-то не было. То есть была точка А, была точка Б, между ними не было никакого перехода. Ты раз, и ты там, ты раз, и ты здесь. Когда ты купаешься в речке, тебя мама вытаскивает, она кричит: у тебя губы синие, выйди. То есть купались так, что губы синели. Да. И холодно-то не было. Если сейчас пойдешь купаться и губы посинеют, то считай, ты уже как бы, ну все, ты уже посинел весь. Вот. То есть в детстве вот эту мы энергию-то чувствуем, да, и мы не замечаем то, что мы устаем. И по мне-то кажется, что синтезит, он как раз и помогает вот эту вот энергию вспомнить. Как бы не думать о том, что тебе придется затратить сейчас слишком много сил на то, чтобы что-то сделать. Да, ну это, ну вы более глубоко уже смотрите на синтезит, так сказать, исходя из, так сказать, всех ваших пациентов, которые вы интервьюируете, изучаете это. Так что я к этому прислушаюсь тоже, к вашему соображению. Да, оно вполне справедливо, очевидно. Но что для вас синтезит вот сейчас? Ну, это один из способов сохранять мой вот возраст такой, какой есть, так сказать, не стареть, а держаться в том же возрасте, как я себя чувствую. И вот это мне очень помогает, так сказать. Но если суставы чувствуют себя немножечко полегче, то будем надеяться, что в будущем как бы что-то еще и изменится в лучшую сторону. Да, естественно. Дай бог, конечно. Да. Да, потому что я наблюдаю очень многие интересные вещи. К примеру, во вторник у нас будет интервью. Немец, у него колли, собака. Вот. Там еще какая-то приставка, то ли бордо колли, то ли какая-то... Ну, их несколько вариантов. Да, колли вот такая. И, значит, он написал на письмо, он порадовался, то, что у него собаки рак, он давал ей синтезит. И буквально вот 2 недели назад он прислал это письмо. Он делал с ней анализы, и практически все анализы крови вернулись в норму. Вот. И только один выходит за рамки нормы. Вот. И буквально получается, что завтра понедельник, послезавтра вторник, мы берем с него интервью, покажем собачку, снимем видео, получим эти результаты. То есть вот таких моментов тоже чудесных очень много встречается. Да. Но это не чудеса, это же действие вот этого препарата, так я понимаю. Ну да, это просто синтезит просто дает силу кроветворной системы, чтобы она начала вырабатывать новые клетки, клетки иммунитета в том числе. Кровь разжижается хорошо, да, в том числе поэтому тоже он так хорошо работает. Прекрасно. Ну, дай бог еще многим людям поможет. Угу. Вот смотрите, что бы вы могли сказать тем людям, кто будет нас потом смотреть? Вот, так сказать, по итогу этой передачи, да, то есть стоит им пробовать синтезит, не стоит им пробовать синтезит? Ну, я думаю, что пробовать стоит, конечно, это, так сказать, явно, так сказать, даже те, кто сомневается, ну, ничего вредного тут быть не может, так сказать, здесь может быть полезно, или если уж вы такой скептик, то, значит, просто безвредно. Но, естественно, что такой продуманный препарат, который создавался для того, чтобы действовать, чтобы он не действовал, это как-то трудно себе даже представить при самом скептическом складе ума. Столько исследований проведено, исследований научных, экспериментов, и все для того, чтобы он работал. Так? Ну, естественно, поскольку это же реальный препарат, реальная, так сказать, группа людей, кто работают над ним. Тут вполне все тут реально. Никаких сомнений как-то быть не должно. Конечно. А главное то, что люди, которые нам это говорят, они такие же реальные, настоящие люди. Да. Да. И при этом я хочу еще обратить внимание наших зрителей еще раз на то, что наше с вами взаимодействие, оно происходит в рамках вин-вин, победа-победа, когда каждая сторона побеждает. И обе стороны, никто никому ничего не платит, и никто никому никаких денег не перечисляет.
Да, тоже трогательно. Да, но это по факту так и есть, потому что мы об этом говорили в нашем прошлом интервью по скайпе. Потом, естественно, мы выложили это на Facebook. Очень многие люди, кстати, передавали вам привет. То есть они пишут: «Привет, Николай Николаевич, передавайте, как я его люблю». Но некоторые люди, конечно же, сомневались в том, что это не какая-то реклама. Да? То есть они писали: «Я не верю, это реклама». Но по большому счету мы говорим правду, то, как оно есть. Мы с вами связались, предложили, вы проанализировали, наши статьи посмотрели научные и согласились. То есть Да, вин-вин – это хороший термин, конечно. Никакого к вину никакого отношения не имеет. Я так на все вин-вин – это может 2 рюмки. Нет, ни в коем случае. Это 2 победы. 2 победы. Но я благодарю вас за то, что вы согласились сегодня с нами еще раз встретиться. С большим удовольствием встречался. Спасибо вам.